Здравствуйте, уважаемые зрители, меня зовут Трудодату, и я волонтер на Старвадере. Неделю назад на Reddit была поднята тема стрим-снайпинга во время одной из игр закрытых квалификаций Pro серии. По этому поводу мы сделали видео, в котором пытаемся выяснить, был ли стрим-снайп, стараясь не упустить важных деталей. В самом начале игры ставится пауза длительностью в 1 минуту и 46 секунд. На минус 1 минуте 0,7 секунде ставится вард на мид. После на минус 0 минуте 55 секунде ставится вард на горе возле потайной лавки. На нулевой секунде с игры Сайленсер ломает вард, находящийся возле потайной лавки. Если этот вард сломали с помощью стрим-снайпа, то непонятно почему не сняли в мид вард тоже. Теперь рассмотрим вард мида. Вард был спален очевидным образом на 1 минуте 18 секунде, где Огр хотел напасть на Эсэпа, но развернулся. Посмотрев от лица Сайленсера, мы можем заметить альтап на 2 секунды. Подозрительно, не правда ли? Хотя почему не спалили сразу, ведь парк простоял 4 минуты и сделал свою работу. Следующий вард был поставлен на 4 минуте 45 секунде на верхней линии. Понять местонахождение варда помогли Мстизраптора, после которого он атакует Абаддона в деревьях, что он не смог бы сделать, не имея варда. На 5 минуте 24 секунде Абаддон пингует по варду. На 9 минуте 54 секунде Сайленсер замечает Огрмага, который идет ставить обсервер на ХГ и, поставив вард прямо в место, где стоит Сайленсер, разворачивается и убегает. Тот, в свою очередь, убедившись, что вард был поставлен, используя сентри, уходит от иллюзий и добивает вард. Dire's middle tower is under attack.
Radiant's middle tower is under attack. Radiant's top tower is under attack. What surge is this? На 13-й минуте ровно ставится пауза на 20 секунд. Radiant's middle tower is under На 13-й минуте 0,5 секунде ставится вард на нижней руне. Это стандартный вард, который вы можете найти в любой игре. Опять же, вардить вражеский лес, если вас давят, очень важно, ведь вы получаете возможность убивать фармящих коров противника или безопасно фармить самим. Radiant's middle tower is under attack. Dire's top tower has fallen. Radiant's bottom tower is under attack. Radiant's bottom tower has fallen. Далее посмотрим от лица Сайленсера. Нападает кентавр по щитком, убивает Сайленсера. Radiant's bottom tower. Таверне он альтабается, после чего бежит девардить руну, альтабается еще раз и сразу снимает вард на 15 минуте 35 секунде. Далее на 14 минуте 0,7 секунде ставится вард возле Т1 на миде. Этот вард упал сам, хотя его могли спалить много раз. На 14 минуте 15 секунде Сайленсер рисует на карте, показывая предположительное расположение противника. Он основывался на золотом правиле: вас давят, фармите у врага. А также силы света видели вражеский лес при помощи своего варда. Radiant's bottom tower is under attack. На 17 минуте 30 секунде ставится опс под вардом Рейдиантов. Но просвечен силами света он не был, впоследствии он упал сам. Radiant's middle tower is under attack. Radiant's middle tower has fallen. Radiant's bottom tower is under attack. На 20 минуте 20 секунде ставится вард на нижнюю руну. Coin for me. Dire's middle tower is under attack. Dire's structures are fortified. Сайленсер хилится на фонтане, альтабается и идет ломать вард. Dire's middle tower is under attack. Опять же весьма подозрительно, хотя альта при регенерации происходит очень часто. На 23 минуте 53 секунде он ломает вард. На 22 минуте 22 секунде ставится вард
под смоками на хайграунде Сил Света. Dire's middle tower is under attack. Your shot. Dire's middle tower has fallen. Radiant's bot. Во время смерти Сайленсер уходит в альтап и сразу снимает вард на хайграунде. Опять же, альтап при смерти обычное дело. И вот на 27-й минуте 31 секунде Сайленсер делает первый промах. Он ставит вард на хайграунд рядом. Это толкает на мысль, что Сайленсер проверял наличие вардов на карте, которые ставятся в вражеский лес, когда вас давят, чтобы гангать под смоками. Dire's bottom tower has fallen. На 28 минуте 19 секунде ставится вард на баунти руну Сил Тьмы. Вард был поставлен под виженом Сил Света. Dire's structures are fortified. Заканчивается замес, и Сайленсер сразу снимает вард. Настало время подводить итог. Большинство вардов было легко обнаружить, так как они были засвечены действиями владельцев или просто поставлены в стандартные места. Некоторые из них так и не были сняты, хотя давали полезную информацию. Некоторые же сломали через несколько секунд после установки, а значит застримснайпить их было невозможно. К тому же у команды Сил Света, начиная с мидгейма, был перефармленный SF, который давал им подавляющее преимущество. Единственное, что оставалось делать Силам Тьмы, это деф хайграунда за счет снайпера, но последнего было недостаточно предметов для этого. Учитывая все вышесказанное, можно сделать много выводов, но больше склоняюсь к тому, что стримснайпа не было. В довод стримснайпа всего 4 альтаба, лишь 2 из которых могут показаться подозрительными, и всего один снятый вард, о котором было бы трудно догадаться. На основании таких доказательств нельзя заявить о том, что был стримснайп. Даже на профессиональных турнирах многие игроки посреди игры альтабаются на несколько секунд, чтобы что-то настроить. Вспомните хотя бы, сколько вы сами альтабаетесь во время игры, и поймете, что судить, основываясь лишь на этом, нельзя. А с каким-то вардом команде могло и вовсе повести. Обязательно загляните в описание, там вы найдете инструкции для запуска реплея, а также ссылки на все источники. Надеюсь, это видео было полезно для вас и поможет сделать вам свои выводы, какими бы они ни были.